Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот таких веселых, улыбчивых осьминогов. Их плетение не очень сложное, но требует внимания, особенно при накидывании ног. Мы с вами их будем плести отдельно по технологии Fishtail, так же как и обычные браслеты. А потом ноги будем прикреплять к голове, и здесь будьте особенно внимательны. Ну что ж, не будем откладывать в долгий ящик наш урок, приступим! Приготовьте ваш станок и один из его рядов снимите, чтобы он нам не мешал. Нас сейчас будут интересовать всего лишь 6 столбиков двух оставшихся рядов. Открытые стороны столбиков пусть смотрят вправо. Мы с вами сейчас начнем работу с верхней части головы нашего осьминога и создадим волосы. Да, я знаю, что у настоящих осьминогов нет волос, но мы с вами создаем сказочного осьминога, и поэтому волосы у него будут. Я буду для волос использовать резинки синего цвета, вы можете использовать, например, черные. Сначала накидываем на один из столбиков ближайшего к нам ряда, далее натягиваем, перекручиваем эту резинку восьмеркой и накидываем 1, 2, 3 на третий столбик дальнего ряда. Опускаем эти резиночки вниз, берем еще одну пару и накидываем точно так же, но уже вот на эти столбики. Сначала на дальний столбик, затем перекручиваем эту резинку восьмеркой и накидываем на третий столбик 1, 2, 3 ближайшего к нам ряда. Берем еще одну пару синих резинок и накидываем на 2 центральных столбика. И тоже при накидывании поворачиваем эту пару резинок восьмеркой. Опускаем вниз. Готово. И теперь давайте возьмем резинки того цвета, который у нас будет использоваться непосредственно для основы. Для тела я буду использовать резинки салатового цвета. Нам нужно накинуть одну резинку с первого на второй столбик, далее со второго на третий столбик. Переходим на дальний ряд, соединяя третьи столбики ближнего и дальнего ряда. И теперь по дальнему ряду накидываем влево, на второй и далее на первый столбик. Теперь замыкаем этот прямоугольник, соединяя первые столбики. Теперь берем крючок и обращаем внимание на каждый из столбиков. У нас сверху есть ряд, состоящий из двух резинок на каждом столбике, и снизу у нас на каждом столбике находятся по 2 резинки. И вот, нам нужно с каждого столбика захватить эту пару нижних резинок и с внешней стороны скинуть внутрь этого прямоугольника. Со следующего столбика захватываем нижнюю пару и с внешней стороны скидываем внутрь. Убираем крючок. Здесь захватываем, с внешней стороны скидываем внутрь. На дальних столбиках поступаем точно так же. Если вам удобнее развернуть станок, то сделайте это. Берем здесь пару, с внешней стороны скидываем внутрь. Здесь пару захватываем, синие резинки. С внешней стороны скидываем внутрь. И, наконец, с последнего столбика тоже нижнюю пару с внешней стороны скидываем внутрь. Отлично. Опускаем все резинки максимально вниз. И сейчас нам нужно сделать еще один точно такой же ряд, как мы с вами сделали только что. То есть, накинув зеленые резинки по периметру этих 6 столбиков. 1, 2, 3. На дальнем ряду 4, 5 и соединяем 6. И опять с каждого столбика снимаем 2 нижних резинки, захватываем с внешней стороны 1, здесь пару нижнюю захватываем с внешней стороны 2, здесь 3, здесь 4 и на последних 2 столбиках 5 и 6. Замечательно. Сейчас мы с вами будем создавать ряд, на котором будут находиться глаза. Для создания глаз можете использовать черный цвет, но я буду использовать синий. Пусть у нас будет голубоглазый осьминог. Берем сначала одну резиночку синего цвета и накручиваем ее на крючке 4 оборота. Вот один оборот накинули, второй оборот, третий оборот и 4 оборот. Теперь берем одну резинку зеленого цвета, накидываем на кончик крючка. И те обороты, которые у нас на крючке уже есть, мы с вами захватываем пальцами, натягиваем и скидываем примерно на центр этой салатовой резинки.
Вновь возвращаемся к нашему станку. Ту часть резинки, которая на крючке, накидываем на второй столбик ближайшего к нам ряда, а другую часть накидываем на первый столбик этого же ряда. Вот у нас один глаз готов, и второй давайте тоже сделаем. Возьмем одну резинку синего цвета, накрутим 1, 2, 3, 4 оборота. Далее берем зеленую резинку, накидываем на кончик крючка и все эти 4 оборотика скидываем на салатовую резинку. Я думаю, вы уже догадались, что ее нам нужно накинуть на следующую пару резинок. На следующую пару столбиков, простите, на третий столбик, а ту часть, которую придерживаем пальцем, мы накидываем на второй столбик ближайшего к нам ряда. Теперь нам нужно с помощью салатовых резинок продолжить этот ряд, то есть накидываем сначала на третьи столбики ближнего и дальнего ряда, далее по дальнему ряду идем, 1, 2 и замыкаем. Как обычно, с каждого столбика снимаем нижнюю пару резинок с внешней стороны внутрь. 1, 2, 3, 4 и на дальних столбиках 5 и 6. Опускаем резинки вниз, и сейчас давайте сделаем еще один точно такой же ряд и точно так же, как и обычно, снимем нижнюю пару резинок. Следующий ряд у нас будет уголками рта. Мы там сделаем улыбочку нашему осьминогу. И сейчас нам понадобятся 2 красных резинки. Мы с вами поступим с ними точно так же, как делали и глаза. То есть берем сначала одну красную, накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Берем резинку цвета тела, зеленая в нашем случае, накидываем на крючок и снимаем все эти 4 оборота на салатовую резинку. Примерно по центру ее располагаем и накидываем на пару столбиков, на те же, на которые накидывали глаза. То есть на первый и на второй столбик ближнего ряда. Берем еще одну красную резинку и тоже накручиваем на крючок 1, 2, 3, 4 оборота. Берем салатовую, накидываем на крючок и скидываем эти 4 оборота примерно на центр салатовой резинки. И ее мы с вами должны расположить один кусочек на третьем столбике, а второй кусочек, вторую часть на втором столбике ближнего ряда. Опускаем чуть-чуть пониже нижний ряд, чтобы у нас была четкая граница между резинками верхнего ряда и резинками внешнего ряда. И сейчас, как обычно, мы с вами этот ряд завершаем, накидывая оставшиеся 4 резинки. 2, 3 и 4. И скидываем с каждого столбика нижнюю пару резинок. 1, 2, 3, 4. И с дальних столбиков тоже нижнюю пару. Отлично. И теперь давайте сделаем непосредственно сам рот. Вот здесь мы с вами делали уголки рта, чтобы у нас рот образовывал улыбку. А сейчас сделаем сам рот. Накручиваем на крючке не 4 оборота, как мы с вами это обычно делаем, а всего лишь 3 оборота. Но все так же берем салатовую резинку. Хотя нет, не берем салатовую резинку, а делаем вот что. Захватываем ту пару резинок, которая у нас находится на центральном ближнем столбике, снимаем эту пару со столбика и накидываем 3 оборота красной резинки на эту резинку, которую придерживаем крючком. И то, что сейчас у нас находится на крючке, мы с вами возвращаем на столбик. Отлично. Опускаем вниз резинки и делаем обычный ряд, как мы с вами уже неоднократно делали. По периметру накидывая по одной резинке салатового цвета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вновь, как обычно, с каждого из столбиков снимаем нижнюю пару резинок. Отлично. Опускаем вниз.
на каждом из столбиков все резиночки. И сделаем еще один последний ряд, накинув на каждую пару столбиков по одной резинке салатового цвета. А далее мы с вами приступим уже к созданию ног. Ноги мы с вами будем делать точно так же, как делается самый обычный браслет рыбий хвостик. Все люди, которые начинают плетение именно с этого браслета, как правило, начинают. Ну а сейчас давайте все-таки закончим работу вот с телом, скинув нижнюю пару резинок с каждого из столбиков. Отлично. Занимаемся ногами. Немножко отступим и обратим внимание вот на эти два столбика. Именно на них мы с вами будем делать обычный фиштейл или рыбий хвост, который у нас и будет образовывать ноги. Накидываем на пару столбиков резинку одинарную. При накидывании перекручиваем ее восьмеркой. Далее берем резинку или того же цвета, салатового, если вы хотите более однородные ноги сделать. Но можно чередовать цвета, тогда будет расцветка более веселая. Накидываем желтую резинку, далее опять зеленую. Берем крючок и с каждого столбика снимаем третью, если считать сверху, первая, вторая, третья. Резинку к центру, с внешней стороны скидываем к центру. Раз и два. Вот она у нас по центру и получилась. Опускаем вниз. Далее вновь накидываем после зеленой желтую резинку. И опять снимаем третью снизу. Захватываем. Раз. И справа два. Опять опускаем вниз. После желтой идет зеленая. Накидываем. И с каждого столбика снимаем зеленую. Раз. Два. То есть самую нижнюю к центру с внешней стороны. После зеленой идет опять желтая. И снимаем желтую. И таким образом наберите ту длину этой ноги, которую вы хотите видеть на готовом осьминоге. И я тоже сделаю это, но за кадром, чтобы не терять ваше время. Вот такая длина ноги у меня получилась. И она меня в принципе устраивает. И вот такая расцветочка, в которой чередуется салатовый и желтый цвет. Сейчас нам перед тем, как эту ногу прикрепить к телу, нужно сделать следующее. Берем одну резинку салатового цвета и накручиваем ее на пальцах в 2 оборота. Накидываем на пару столбиков, на которых мы с вами сейчас работали. И 2 резинки, которые находятся снизу, мы должны захватить и с внешней стороны скинуть на эту резинку, которую только что закручивали вдвое. С правой стороны и с левой стороны поступаем точно так же. Берем крючок, и это сейчас мы с вами снимем со столбиков. Делаю я это таким образом. Завожу крючок в один столбик, придерживаю рукой резинки, снимаю с одного столбика. Далее завожу крючок в следующий столбик, придерживаю здесь резинки и снимаю со столбика. Давайте попробуем эту ногу закрепить на теле. И делаю я это так. Беру вот эти 2 резиночки и захватываю их пальцами, а другие 2 оставляю на крючке. Так. То, что сейчас у нас на крючке, мы с вами накидываем на второй столбик ближайшего к нам ряда, а то, что у меня сейчас на пальцах, я накидываю на первый столбик тоже ближайшего ряда. И получается, что нога у нас вот таким образом закреплена. Теперь вам нужно сделать еще одну, и даже не одну, а 7 таких ног. И можете последовательно, сделали одну, прикрепили, сделали следующую, прикрепили. Или можете сделать сначала заготовки, что сделал, например, я. Вот еще 7 заготовок ног. И сейчас мы с вами будем их закреплять. Берем сначала одну заготовочку. И вновь, как сделали вот здесь, 2 резиночки, которые у нас ближе к концу крючка, захватываем пальцами. Так, а другую часть, которая у нас осталась на крючке, мы с вами накидываем на третий столбик ближайшего к нам ряда. Таким образом, чтобы нога у нас очутилась между вторым и третьим столбиком. И здесь накидываем то, что придерживаем пальцем. Так.
Вторая нога тоже прочно закреплена. Переходим к следующей ноге. Ее нужно накинуть вот на эту парочку столбиков. Придерживаем пальцами две резиночки этой заготовки, а другую часть оставляем на крючке. Так, то, что придерживаем рукой, накидываем на вот этот столбик, то есть третий столбик ближайшего ряда, а то, что у нас сейчас осталось на крючке, мы с вами накидываем на третий столбик дальнего ряда. Но сложность состоит в том, что вот на эти два столбика нам нужно накинуть не одну ногу, что мы только что сделали, а две. Поэтому берем еще одну заготовочку, опускаем здесь резинки немножко вниз, чтобы у нас было место для накидывания. Захватываем две резинки этой заготовки и накидываем на левый столбик сначала, а другую часть накидываем на правый столбик, ту часть, которая у нас на крючке находится. Мы с вами накидываем ее вот сюда. Вторая нога здесь тоже прочно закреплена. Третья нога, даже не третья, 3 у нас уже здесь есть. Получается 4 даже есть. Пятую накидываем вот сюда. Шестую накидываем вот сюда. А седьмую накидываем вот на эту пару столбиков. Все ноги у нас с вами накинуты. Смотрите. Здесь 2. Здесь 2. Здесь 2 и слева 2. И теперь смотрите, что нам нужно сделать. На каждом из столбиков у нас находятся резинки ног, а снизу находятся 2 резинки рядов, которые мы с вами накидывали чуть ранее. Захватываем 2 самых нижних резинки и с внешней стороны скидываем внутрь. На каждом из столбиков. Здесь захватываем 2, скидываем внутрь. Здесь захватываем 2, тоже скидываем внутрь. И на дальних столбиках захватываем 2 нижних резинки. И скидываем внутрь. Так, в общем-то, все плетение у нас с вами завершено. Единственное, что нам осталось сделать, это все те резиночки, которые у нас сейчас накинуты на столбиках, мы их с вами должны скинуть на пару зеленых резинок. А делать это лучше всего следующим образом. Берем 2 резинки салатового цвета и накидываем их вот на 2 соседних столбика. Я на 2 первых столбика накинул. И теперь смотрите, что делаем. Захватываем нижние 4 резинки, натягиваем их и скидываем с внешней стороны на эту пару. Теперь берем с этого столбика 2 резиночки, накидываем их на следующий столбик. И уже с него захватываем 4 нижних резинки, натягиваем и с внешней стороны скидываем внутрь. Теперь эту же резинку, 2 их тут, перекидываем на следующий столбик. И на этом столбике захватываем 4 нижних и с внешней стороны скидываем внутрь. Теперь по дальнему ряду сделаем точно так же. Здесь у нас с вами накинута уже эта резинка. Вот она, пара. А снизу находятся 4 или даже 6 резинок. И вот нам нужно все их захватить, кроме верхних 2, натянуть и с внешней стороны скинуть внутрь. Захватываем 2 резиночки, которые здесь остались, накидываем их на второй столбик. И с этого второго столбика скидываем все нижние резинки, кроме тех, которые мы только что накинули. Натягиваем и скидываем. Готово. И у нас остался последний столбик, с которым мы еще не поработали. Поэтому берем эту пару резинок со второго столбика, накидываем сюда.
Захватываем все резинки, кроме верхних двух, и накидываем вот сюда. С внешней стороны скидываем просто внутрь. И у нас получилось, что мы все резинки, которые у нас с вами находились на 6 столбиках, накинули на пару резинок, которые у нас сейчас находятся вот здесь. И теперь давайте попробуем их снять. Заводим крючок внутрь одного столбика, придерживаем резинки пальцем, скидываем со столбика и здесь заводим крючок внутрь, скидываем все резинки со столбика и придерживаем их на крючке. Снимаем нашего осьминога со станка. Вот он у нас такой веселый и замечательный получился. Волосы тоже ему отлично подходят и сочетаются с цветом глаз. Но что же делать вот с этими резинками, которые у нас сейчас находятся на крючке? Все просто. Из них нам нужно сделать петельку. Для этого берем две резинки, проводим сквозь другую пару, натягиваем. Отлично. И чтобы вот эта резиночка нам не мешала, мы ее с вами можем немножко вплести внутрь. А сделать это лучше всего следующим образом. У нас, смотрите, внизу есть небольшое отверстие. Заводим крючок где-нибудь сверху головы, а выводим его внутри этого отверстия. Накидываем ту петельку, которая у нас образовалась, и заводим ее внутрь этого отверстия и вытягиваем где-нибудь сверху внутри головы. И вот у нас получилось, что эта резинка вплетена, и осьминог готов. Ничего не торчит, все замечательно. Я надеюсь, что у вас получилось сделать тоже такого осьминога. Вы можете сочетать и использовать различные цвета для его плетения, и тогда у вас получится целая семейка осьминогов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы об этом уроке. До новых встреч, пока!